Всем привет! Вы на канале Dev Kitchen. Я Егор. Я продолжаю сидеть на кухне, делать игру и делиться с вами результатами разработки. Как и обещал, сегодня мы поговорим о том, как можно создавать ассеты для вашей игры с помощью генеративных нейросетей. Разбираться с этим мы будем на примере создания изображений, трехмерных мешей и текстур для них. А поможет нам в этом такая программа, как Comfy.UI. Comfy.UI – это инструмент для работы с нейросетями, который использует графический интерфейс для создания и визуализации процесса работы таких нейросетей. Сразу оговорюсь, что это не видеоурок по работе с Comfy.UI и нейросетями, потому что такое видео может длиться несколько часов, а это не совсем формат моего канала. Потому что я больше придерживаюсь формата коротких 10-минутных видеороликов, в которых я просто делюсь процессом разработки. И да, я понимаю, что многие сталкиваются с различными трудностями, проблемами во время работы с Comfy.UI. И я сам столкнулся с огромным количеством проблем за те 2 месяца, что я изучал это дело и подготавливался к этому видео. Поэтому я приглашаю вас в свой телеграм-канал, где вы сможете задать свои вопросы, а я постараюсь на них ответить. Также я с радостью отвечу на любые вопросы по разработке моей игры или в целом по разработке игр на Unity 3D. Так что давайте подписывайтесь на YouTube, ставьте лайки, колокольчики, залезайте в телеграм-канал, будем общаться. Итак, Comfy.UI вы можете скачать на их сайте, ссылку я оставлю в описании к видео. Тут доступна загрузка для Windows, для Mac или загрузка через GitHub. Я лично использую установочник Windows, потому что он устанавливает полноценное Windows-приложение с менеджером загрузки Node, которое само устанавливает все необходимые зависимости для Comfy.UI, и это на самом деле уменьшает количество того геморроя, с которым вы можете столкнуться. Свежеустановленный Comfy.UI встречает нас пустым окном. Но это не просто пустое окно, это пустой workflow, рабочий процесс по-нашему. Рабочий процесс позволяет нам настраивать последовательность инструкций, которые мы будем передавать нейросетям для их работы. Каждая такая инструкция представлена в виде отдельной ноды, а последовательность этих нод настраивается нитями переходов. Для примера я создам простенький workflow, в котором мы сможем сгенерировать какое-то изображение. Для начала нам нужно загрузить базовую модель. В моем случае это будет Illustrious Nova Fury Excel. Дальше нам нужно сформировать позитивные и негативные промпты, в которых мы будем описывать требования к генерации изображения. Данная нода нам на выход предоставляет, собственно, саму модель клип и модель VAE. Клип-модель позволяет нам связывать текст с визуальным представлением. VAE-модель позволяет нам преобразовать сложные входные данные в упрощенную модель, с которой будет работать нейросеть. А после того, как нейросеть закончит свою работу, опять же, VAE-модель позволит нам декодировать ее упрощенную информацию, выходные данные, в то, как уже мы это будем видеть. В нашем случае картинка. Соединяем наши ноды. Дальше нам нужно добавить ноду кейс-сэмплера. Эта нода выполняет основную работу. Она связывает модель, позитивные и негативные промпты, передает ей VAE, устанавливает базовое латентное изображение и запускает шаги генерации, используя какие-то определенные алгоритмы. И на выходе она нам уже выдает готовое изображение. Соединяем это все дело. Чтобы увидеть итоговое изображение, воспользуемся нодой Preview. Растянем ее вот так вот, чтобы все было видно. Итак, чтобы нам нарисовать? Делаем какой-нибудь простенький промпт для проверки. И запускаем генерацию. Забыли Latent Image добавить. Зелеными подсвечиваются активные в данный момент ноды, которые сейчас выполняют какую-то работу. Эта нода сейчас загружает модель. Сейчас работает кейс-сэмплер. Мы можем видеть процесс создания изображения. Но, скажем так, это не совсем то, что я просил, но уже хоть что-то. Но на самом деле я просто забыл, что клип-модель не понимает русский язык. Давайте попробуем по-английски. Оба, то, что заказывали. Человекоподобный медведь стоит на 2 ногах, улыбается. Это самый простой, супер базовый пример того, как можно использовать Comfy.UI для генерации изображений.
Сейчас я быстренько пробегусь по тем workflow, которые использовал я для генерации изображений персонажа, для генерации 3D-меша и для их текстурирования. А потом я покажу, как все эти меши можно анимировать и засунуть в проект Unity. Для генерации своего персонажа я использую workflow Create Character. Это уже более сложный workflow. Здесь у меня специфическое текстовое описание персонажа, который я хочу получить. Здесь у меня используется OpenPose препроцессор, который запекает определенную позу, на основании которой он будет генерировать следующего персонажа. Здесь у меня OpenPose ControlNet, который принимает на вход сгенерированное изображение с позой персонажа. Тут точно так же у меня кейсэмплер, генерирующий изображение, апскейлеры. И тут на выход мы получаем наше изображение. Запускаем. Работает препроцессор. Получает позу этого персонажа. Работает кейсэмплер. Ну вот он нам нарисовал какого-то медведя. Дальше начинает работа апскейлер. 1 hour later. В общем, записью экрана у меня апскейлер не захотел работать, ему видеопамяти не хватило, поэтому я его выключу и без апскейла сгенерирую. Вот, на выходе получается такой медведь. Тут можно сравнить результат апскейла с обычным, но апскейлер я выключил. Попробуем сгенерировать еще одного с рандомным сидом. A few moments later. И на этот раз на выходе получаем вот такого забавного мишку. А дальше я на основе этого медведя могу сгенерировать 3D Mesh. Для этого я использую workflow Image to 3D, где на вход я передаю некоторые изображения. Этого медведя я сгенерировал до этого. Запускаем процесс. Тут выполняется несколько подготовительных шагов, чтобы подготовить необходимое для генератора изображения. Дальше у меня используется Hunyuan 3D модель. Она по определенным параметрам сейчас будет генерировать трехмерный меш. 6 months later. Дальше у нас отрабатывает постпроцессор, который полирует этот меш, и экспортер, который сохраняет его в файл. А пример мы можем увидеть здесь, в окне результата. Вот такого вот чудесного мишку нам сгенерировала нейросеть. С пальцами, конечно, еще немножко проблема. Но когда-нибудь они научатся. Дальше, чтобы это был не просто серый меш, а уже какой-то текстурированный меш, для него нужно создать текстуру. И для этого у меня есть специальный workflow. Тут я передаю изображение исходное, на основе которого будет генерироваться текстура. А здесь я указываю название меша, который возьмется у меня из директории, куда они складываются. В этом workflow у меня вынесены некоторые настройки, которые позволяют каким-то образом параметризировать сборку. И основная настройка здесь – это размер изображения для мультивью. Это сетка, в которой будет персонаж отрисован с разных сторон. Чем выше размер изображения, тем лучше нейросеть его нарисует, тем меньше в нем будет ошибок, тем больше детализация. Но с размером 1024 генерация у меня будет происходить больше часа. Поэтому я сделаю размер поменьше, чтобы можно было, в принципе, показать, как это все происходит, и чтобы вы посмотрели, что будет, если задать небольшой размер изображения. Выберем 512 и запустим. Тут у нас генерируются карты нормальной позиции. 1 eternity later. Хочешь знать, откуда эти шрамы? И в итоге у нас получился вот такой всратыш. Как наглядная демонстрация того, почему для генерации текстур необходимо использовать изображение высокого разрешения. Чтобы получилось что-то более-менее годное, нужно поставить минимум 1024. Но тогда текстура будет генерироваться больше часа, и для этого необходимо минимум 16 гигабайт видеопамяти. Я предварительно сгенерировал другую нормальную текстуру, и демонстрацию продолжать буду на ней. Итак, дальше мы откроем наш меш в блендере. Поправим его позицию. Можно еще
помержить его вершины. Но с этим особо не балуйтесь, иначе можно лишнего поудалять. И экспортируем его в формате FBX. Полученный FBX файл мы можем экспортировать на сервис Mixamo. Настроить его. Twelve seconds later. И дальше к этой 3D модели можно применить какой-нибудь пак анимаций. Полученный файл мы можем скачать. FBX for Unity. В скачанном архиве у вас будет эта 3D модель, и отдельно в каждом файле будет зашита анимация. Эту модель мы импортируем в Unity, но на ней нету текстуры. Чтобы получить текстуру, нам нужно положить рядышком нашу сгенерированную модель и вытащить текстуру из нее. Дальше можно повытаскивать анимации из всех вот этих файлов и применить их к аниматору. Я повесил аниматор на этот объект. Аниматор простенький, просто для демонстрации. Вставил необходимые анимации. И теперь в игре можно посмотреть, как все это выглядит. Вот персонаж бегает, дерется, выполняет комбо-атаку и героически сражается с пилюлями. Вот такая вот была быстренькая, поверхностная экскурсия по сервисам генерации, текстурирования, анимирования моделей. Все workflow, которые я использовал, я закину в группу в Телеграме. Вы сможете их там скачать, ознакомиться. В описании к видео я запишу все ссылки на скачивание, которые вам понадобятся, на скачивание конфи, на скачивание моделей. Модели вы можете скачивать на сайте Civit.ai. Здесь огромный выбор моделей, натренированных пользователями, на любой вкус и цвет. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, колокольчики, залетайте в группу в Телеграме, задавайте там вопросы. Будем вместе разбираться с этой нейрогенерацией. А на этом все. Увидимся в следующих видео.